Привет! Если бы я знал, сколько крутых плюсов есть в США, то я бы учился на одни пятерки еще в школе, чтобы поступать в местные университеты и жить в США. Ты уже знаешь, что все восхваляют местную почту, доступную среду для инвалидов, полицию, сервис и культурное разнообразие. Но меня впечатлили совсем иные моменты. Ранее я уже записал видео о минусах США, но плюсов намного больше. Ты на канале Свободный мир. Меня зовут Олег Хазов. И сейчас ты узнаешь офигенные впечатления от проживания в США. Если муж смешить не будет. Ты смешишь меня. Самым первым и важным плюсом США является возврат денег на кредитную карту по звонку. Это что-то вообще очень крутое. Если тебя плохо обслужили, не то продали, обманули и так далее, то по звонку в банк тебе возвращают всю сумму без проблем. Притом некоторые банки возвращают деньги в течение 1 часа. Есть такое понятие, как безакцептное списание. То есть, если ты хочешь принимать деньги с помощью кредитных карт Visa или MasterCard, то компания-продавец подписывает договор с платежной системой и банком на безакцептное списание денежных средств со счет компании-продавца товара или услуги. То есть, если Visa по какой-то причине решила, что ты незаконно взял деньги с клиента, то Visa сама без разрешения спишет с тебя все нужные ей деньги. И это в США работает прям на 100%. Например, когда мы летали в Европу, то запросили в отеле номер на 1-м этаже, так как маме сложно подниматься по лестнице на 2-й и 3-й этажи. Отель сказал, что все есть. По факту это оказалось неправдой. То есть это фактически обман. Тебе обещали один номер, а дали другой, на 2 этажа выше. Деньги отель возвращать отказался. Проблема? Нет. Звонок в банк, и все деньги тут же у тебя на счету. Я считаю, это очень круто. Это прям офигеннейший плюс США. Возврат средств в течение нескольких месяцев после оплаты. В России сейчас приняли подобный закон, но протестовать можно только в течение одних суток. И, конечно же, со скандалами. Да и 99% сотрудников даже не знакомы с этой процедурой. А как только офис закроется, пропали твои денежки. В США я спокоен за свои финансы. Второй огромный плюс в том, что если вдруг ты приехал без английского или на очень плохом уровне, то во всех государственных учреждениях тебе обязаны бесплатно предоставить переводчика. Спасибо, Барак Обама. Частные компании также почти все имеют переводчиков. Это настолько удобно, что просто нереально. Многие даже присылают все письма сразу на английском и русском языках. С одной стороны, это тормозит твое обучение в английском, но с другой стороны, ты никогда не попадешь в неприятности в каких-нибудь серьезных учреждениях из-за языкового барьера. В этом вопросе ты всегда получишь помощь, так же, как и любой человек с ограниченными возможностями. Хотя мне совсем не нравится это выражение, так как люди не ограничены в возможностях, особенно в США. Они все могут и живут прекрасной жизнью. Я бы оставил как раньше, понимание слова «инвалид», только с изменением коннотации значения этого слова, так как сейчас оно изменило свой окрас среди русскоговорящих. В общем, если ты приходишь или звонишь в банк, автоинспекцию, иммиграционную службу, то по первой же просьбе к линии присоединяется переводчик, и через 5-10 минут ты решил все свои вопросы. А в медицинских учреждениях установлены видеопереводчики. То есть переводчик общается со всеми через видеозвонок. Я в восхищении от этого. Третий плюс в поддержке новых бизнесов. Когда мы открывали свою корпорацию для работы, то благотворительная организация оплатила все работы юриста, который был суперпрофессионал, между прочим, и стоил, внимание, $700 в час. 700. Нам юрист помогал в течение месяца. Боюсь представить, во сколько обошелся им этот юрист. Но на вопрос, почему они это делают, они ответили, что они живут на деньги, которые им жертвуют люди, которые также начинали. Подтверждение этой информации я также получил, посмотрев фильм Дудя про университет Стэнфорд в Силиконовой долине и $1 миллиард пожертвований ежегодно от бывших учеников. Поэтому, что бы ты тут не открывал,
Я уверен, что ты найдешь того, кто сможет поддержать твои начинания. Четвертый огромнейший плюс. В США почти нельзя заразиться ВИЧ. Оставляем ханжество в прошлом веке. В США каждый гражданин может совершенно бесплатно получить доступ к программе PrEP. Это такие таблетки, которые на 100% предотвращают заражение ВИЧ. Стоит баночка с 30 пилюлями на месяц примерно $2200. Но если ты зарабатываешь меньше 60 тысяч долларов в год, то их отдают бесплатно. Если ты зарабатываешь чуть больше 60 тысяч в год, то тебе придется доплатить небольшую сумму. И только богатые люди должны оплачивать полную стоимость. Но это не проблема для них, если они хорошо зарабатывают. Я считаю это огромнейшим плюсом для сексуально активных людей. Но помните, что эти таблетки не предотвращают заражением другими заболеваниями. Поэтому средства предохранения никто не отменял. Кстати, PrEP-таблетки можно пить даже с алкоголем и любой едой. Если ты проживаешь в США и не знал об этом, то обратись к своему врачу, и он пропишет тебе их бесплатно или почти даром. В России PrEP, или так называемая ДКП, то есть доконтактная профилактика, тоже есть. Правда, 30 таблеток в виде дженериков на месяц стоит около 15 тысяч рублей. Ни в коем случае не принимайте таблетки без консультации со своим лечащим врачом. Помните, что вы прекрасны. Берегите себя и проверяйте свое здоровье минимум раз в полгода, даже находясь в официальном или гражданском браке, так как много заболеваний проходит бессимптомно и имеет большой латентный период протекания. Соответственно, если у тебя есть ВИЧ, то тебе также помогут и поддержат. Как я слышал, тем, у кого диагностирован ВИЧ, в Нью-Йорке даже можно получить бесплатно социальную квартиру для проживания. Но я точно не знаю. Напиши, пожалуйста, подробнее в комментариях, если ошибаюсь. Или, может, ты знаешь больше меня. Это очень интересно. Больше не буду ничего рассказывать, так как у Дудя по этому поводу есть шикарный выпуск. Пятый плюс – это условно бесплатная и доступная медицина. Да, если ты хочешь бровки откорректировать, то это косметика, и стоит она очень дорого. Но все, что касается обычной медицины, то при любом твоем положении тебе никто не откажет, и все можно решить. Сложно это все объяснить, поэтому просто расскажу на собственном примере. Пока мы были туристами, нам все оплачивало Тинькофф страхование. Это не реклама. Они реально оплатили мне лечение зубов на $1000. Тут же в клинике на месте. При этом они нашли за 30 минут после обращения официальные, приличные клиники с русскоговорящим персоналом. Я был очень доволен. Вторая страховка Велби сказала, что может быть мы вам оплатим $200, когда вернетесь в Россию, когда мне надо было здесь и сейчас. Кстати, я даже не платил за Тинькофф страхование. Они мне оформили страховой полис бесплатно, только за то, что я был держателем их кредитной карты All Airlines. Также у нас был интересный опыт на покрытие от California Medical. Они покрывают все расходы на медицинское обслуживание при зарплате до $1300 в месяц. Правда, эта страховка нам не понадобилась. Мы стали зарабатывать больше, чем $1300 в месяц. И купили городскую страховку «Здоровый Сан-Франциско», которая продолжила оплачивать нам все медицинские расходы. Мы платили только от 50 до $150 в месяц в зависимости от зарплаты. Так как мы стали зарабатывать еще больше, то, соответственно, следующей страховой компанией мы выбрали Kaiser, где платили уже $1000 в месяц. И, внимание, случилась пандемия. Годовой доход существенно снизился. И мы продолжаем платить $1000 в месяц? Нет. Нам пересчитали страховку, и сейчас мы платим $2 в месяц. При этом качество обслуживания на высшем уровне. Мы очень довольны. И даже если ты не разобрался со страховками, что-то случилось, то просто идешь в городскую больницу, решаешь все свои срочные проблемы. И после с бухгалтерией уже решаешь свои финансовые вопросы. При этом не важен твой иммиграционный и финансовый статус. Тебе всегда помогут. Это США, детка. Шестой плюс – это про налоги. Кто сказал, что в США высокие налоги? Для богатых людей возможно, но для всех остальных они очень даже нормальные. Сколько платит налоги работяга в России? 13%? Нет, конечно. Все работники в России платят
43% налогов. Спросите об этом любого бухгалтера. 13% платишь ты, и примерно 30% платит за тебя твой работодатель. Итого каждый россиянин платит 43% налогов со своей зарплаты. Хотя в СМИ ты слышишь только про 13%, что является очередной ложью. Что в США против российских 43%? Сначала разберем индивидуальных предпринимателей. В России, если ты ИП и режим налогообложения процент с дохода, то за 2020 год тебе надо платить примерно 41 тысячу рублей взносов. Это примерно $550, вне зависимости, есть доход или нет. И плюс 6% со всего дохода. А как в США? Например, отработал водителем весь год, имея семью и 2 детей, и заработал $65 тысяч, то сколько должен заплатить налогов? Ты должен заплатить 0% налогов. И более того, тебе еще государство заплатит примерно 3000 бонусов. $3000 бонусов. А если ты дальнобойщик и заработал $120 тысяч в год, также имея семью и 2 детей, то ты заплатишь всего 3% за весь год. Если ты работаешь на Васю, сколько ты заплатишь в России? Верно, 43% налогов. А в США, если у тебя также семейная ситуация, семья и 2 детей, то при заработке в $75 тысяч в год у тебя к оплате уже будет около 10%. У нас нет детей, но мы выплатили 15%. Никаких 43% нет и в помине. Но тут ты уже платишь налоги, в том числе на пособие по безработице. Примеры налогообложения в США я взял из видео Элины Линдерман, очень известный, профессиональный испано- и русскоговорящий бухгалтер США. Ссылку на видео профессионального бухгалтера Элины о примерах налогообложения в США я оставлю в описании. 7 плюс – это бесплатное образование. Скажете, это неправда? Отнюдь. В США огромное количество возможностей получить бесплатное образование. Огромное количество курсов. Если ты хочешь получить образование просто для галочки, то, скорее всего, действительно, ты никуда не попадешь, так как будешь плохо учиться. А если ты учишься на отлично, то получить бесплатное образование в США можно даже и из России, на что есть известное видео Марины Могилко, как она поступила в университет США со стипендией и денежной поддержкой, будучи в России. Ссылку на ее видео я также оставлю в описании. Конечно, каждый иммигрант проходит здесь бесплатные курсы. Английский как второй язык в любом городском учебном заведении, так как местный язык места проживания всегда отличается от штата к штату, не говоря уже о мировом английском. Лайки, подписки и помните, что вы прекрасны. Птички Всё. поют, Ну, самолет летает, солнышко светит, тракторы бегают. тракторы бегают. Какой-то фермер сидит, ужас. Не Сан-Франциско, а ферма. Ну, что поделать. Все, или будешь что-то еще записывать? То есть, если